Друзья, приветствуем вас с Сергеем мы сегодня. Посмотрите, какая зима у нас. Посмотрите, что творится. И снег еще идет. Сегодня необычный выезд. В общем, как-то с генералом мы ходили здесь, копали. Может, вы помните, и было такое кольцо огромное, уходящее в землю, стальное, достаточно толстое. Что-то покопал я его и бросил. Генералу предложил, он отвернулся и ушел. А тут что-то спало, какое-то наитие у меня. А вдруг это башенка командирская от танка. Вот мы с Серегой приехали, покуда снег выпал и зима пришла в наш регион. Поедем попробуем. Тем более есть такие салазки, на которых мы с Цезарем металлолом катали. А вдруг, блин, это действительно командирская башенка от танка. А если нет, то хотя бы металлолом сдадим. Вы там не забывайте подписываться, друзья. Писать ваши комментарии и ставить палец вверх. А мы пошли, не переключайтесь. Сейчас выкопаем или металлолом, или так, что ипотеку сразу закрыть можно будет. За шиворот. Обстановка в лесу очень поменялась, друзья. Пришлось какое-то время потратить, чтобы найти. Вот, начинал я копать и бросил. Посмотрите, ну толщина такая, что вполне может быть и командирской башенкой. Кто его знает. А что это еще может быть, если нет? Посмотрите. Сейчас буду обкапывать, смотреть. О, Серега, говорит, катит саночки в зимнюю пору, и хвороста еще немножко. Да, она вот так идет юбочкой на расширение. Как будто башенка от королевского тигра. Ну, не от королевского. Ну, хотя бы от какого-нибудь. Как ее не нашли, друзья, еще. Я вот этому поражаюсь. Все перекопано, все. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Вес, конечно, немалый. Ребят, не так уж много времени потребовалось, чтобы вытащить ее сюда наружу, но трудно сказать, к технике это относится или нет, или это какая-то горловина непонятная, но сильно толстая она.
Сейчас снимем всю ржавчину и что-нибудь станет понятно. Так, для информации, мы в глухом лесу находимся. Толщина тоже как бы говорит об обратном. Трындец. Смотри, вон выступы, Серег. Стопоры такие. Раз и два вот. Да. Чудеса. Тут стопора такие. Ну, не знаю, вес. По мне так сотня есть, да, Серег, точно? Да, да. Сотня есть. А то и больше. Вот так вот, друзья, глухой лес. И такая находка. Посмотрите. Вы просто посмотрите. Обратите внимание, какие толщины. Вот тут вот. Ну тут миллиметров 25, наверное. Здесь и того больше. А вот тут, получается, вот где Серега чистит пазы, посмотрите, вот этот выступ, он уходит сюда, и тут еще конусность есть. То есть вот тут вот какой-то участок, толщина сантиметров 5, а то и больше. Вот что это? Кто мне скажет? Посмотрите здесь, какой переход плавный. Какой плавный переход. И вот в двух местах. Как стопоры какие-то. Раз, два. Здесь стопор, а там обратный паз. И посмотрите. Ну все, загрузили артефакт лесной. Вот так вот он выглядит. Сани не лопнули. Сейчас будем пробовать катить их. Ой, стужа, стужа. Итак, 1,5 километра, ребят. Вот смотрите, ребят, лежанка какая-то. Серега говорит, зверь спал, да, здесь? Да, да. Причем, когда шел снег ранним утром. Вот. Косуля, наверное. Вот тут она пописала. И вот, смотрите. Здесь или они рыли, что они тут делали. Хотя не, похоже, что лежало, потому что растоплено. Сразу скажу, что транспортировка данного артефакта до машины была весьма и весьма тяжелой. Наверное, самой тяжелой в моей практике. Тем не менее, хочу сказать огромное спасибо двум людям. Это Сереге, отцу Сергию и Цезарю за помощь. Без них бы я точно не справился. Еще отдельное спасибо хочу сказать Геннадию. Гена, привет, если смотришь.
за помощь в поиске информации и определении предназначения данной детали. В том, что эта деталь имеет отношение к бронетехнике, лично у меня никаких сомнений нет. Тем не менее, в первую очередь я занялся поиском информации и начал лопатить интернет. То, что это не командирская башенка танка, было уже понятно после того, как мы ее только выкопали, еще в лесу. Но уже приехав домой и выставив информацию на форум в определение, стало понятно, что, возможно, это кольцо эвакуационного люка танка «Тигр». Находилось оно в задней части башни танка и служило для приема эвакуационного люка. Стоит заметить, что на протяжении войны практически каждый год модификации люка и, соответственно, кольца менялись. Дальнейшему расследованию препятствовало то, что деталь выкопанная обмерзла и трудно поддавалась чистке. Но есть несколько фактов, которые указывают на то, что данное кольцо имеет отношение к эвакуационному люку танка «Тигр». На одном из форумов был пост о продаже эвакуационного люка танка «Тигр». И там были указаны размеры. Размер люка составляет 56 сантиметров. Естественно, я замерил размер найденного кольца. И, как ни странно, размер оказался подходящим. Следующий факт – это наличие двух пазов, в которые заходила запорная рельса люка. Собственно, для того, чтобы удерживать люк закрытым изнутри. Также на внешней стороне кольца прослеживается углубление, некая канавка, которая могла служить для помещения туда резинового уплотнителя, который в свою очередь смягчал закрытие люка. И еще один интересный момент. Если вы обратите внимание на фотографию, то вы сможете заметить, что плоская часть кольца, края ее своеобразно зализаны вниз, что также может свидетельствовать о том, что данная конструкция вертикально была встроена в округлую башню танка. Ну что, друзья, вот так вот получилось, что ехал за одной деталью, получилась другая. Интрига до конца не раскрыта. Поэтому специалистов прошу откликнуться с вашими комментариями. Может, есть чем подтвердить существующую теорию, а может быть, опровергнуть. Кстати, деталь тащили мы за 2 захода. Сначала с Серегой, потом мы уехали домой, силы кончились. Но покоя не было, пока деталь была запрятана в лесу. Было немного отдохнув и перекусив дома, я взял Цезаря, и уже в 4 часа дня мы продолжили свою экспедицию. Потребовалось еще 2,5 часа, чтобы дотащить в машине данный фрагмент. Очень он тяжелый, друзья. 100 плюс килограмм. Уж не знаю, что в реале это, но видится, что что-то очень интересное. Вот такой видеоролик получился у нас. Я благодарен всем, кто смотрит меня. Вновь прибывших приветствую на канале, друзья. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить будущие видео. Пишите ваши комментарии. И ставьте палец вверх, конечно же, друзья. Батюшки мои. Всем пока. Привет, Паш. Вот топорик, который ты дал мне. Тут вот надпись это есть. Вот он. Ну, примерно будет вот такой.
но тяжелый, конечно. Надпись постараюсь оставить. Ну, как получится. Как-то так.